Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро расклад– это прояснится. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события июня, события будущего. И я хочу вас поблагодарить за ваши добрые искренние комментарии, за вашу поддержку, участие на моем канале, что смотрите мои видео и читаете мои публикации. Июнь– это первый месяц лета, и доброе небо июня требует терпения от нас. Хорошо что-то новое пробовать. Или словно примерять на себя, подойдет, не подойдет этот вариант. Может быть, этих вариантов у вас будет множество. Где-то через опыт мы адаптируемся как и к дню сегодняшнему, так и понимаем, хотим мы этим заниматься, интересно нам это, или а ну его, и бросим, и оставим. То есть, вот такой вот период адаптации и гармоничное время в июне говорит нам о том, чтобы мы не лишали себя радости. Отпускайте то, что вас раздражает, чем не хочется заниматься. Пересматривайте именно вот эти вопросы, которых вы чувствуете как давление какое-то. Будьте добрее к самим себе. Мы все будем вынуждены адаптироваться к новым правилам игры, как и до конца 2025 года, я бы сказала, более на 2026 год, потому что много, как и планетарных транзитов. Но даже если мы говорим о китайской астрологии, это год огненной лошади, когда, в принципе, какие-то метаморфозы, причем в таком ритме галопа для нас могут быть. По сути дела, это неожиданности. Давайте узнаем пока на картах и посмотрим, что нам подскажут. Как и карты пасьянса, так и карты Таро. И, конечно, будем реалистами. Я все время к этому призываю, поскольку любой прогноз, расклад о вашей истории личной не расскажет. Но если рассматриваем альтернативный вариант, или мы себе говорим, а почему бы и нет, то эта информация может быть чем-то вам полезна. Я оставлю ссылки в описании под видео и приглашаю вас на свой сайт. Там разные статьи, вот разные ссылки оставлю, чтобы вы для себя что-то выбрали. И хорошо, читая, обдумывать что-то свое, ведь так оно и работает. И я думаю, какие-то пазлы у вас и еще сойдутся. Итак, события ближайшего будущего. Никогда не знаешь, что нам расскажут эти маленькие карты с их рандомным значением. Любовь, мои дорогие, личная жизнь. На первом плане мы можем сказать так, если смотрим на эти совпавшие значения. Лебедь. И это не просто личная жизнь. Есть, значит, какой-то человек в вашем окружении, к которому вы испытываете чувства. Хотя у кого-то личная история, у кого-то, может быть, это связано просто с семьей, с детьми или с какой-то дружбой, потому что по этому значению еще идет верность. То есть не просто добрые какие-то эмоции, радость, а вот нет, верные отношения. Может быть и верная дружба. Ладно, идем вперед. Что еще? Ближайшие события, с чем они будут связаны? Много пустых разговоров будет. Может быть, это вы будете работать с информацией, что-то искать, да? Надо решить какой-то вопрос. Мельница. Разговоры ни о чем. Может быть, что-то вас будет отвлекать. А я вот вижу, знаете как? Смотрите, что у вас еще совпало. У вас еще совпадает значение нож. Это может быть или ссора, или какое-то недопонимание, или сами по себе какие-то разговоры, может быть, это было до этого времени, а в июне, в ближайшее какое-то время, в ближайшее, мы если говорим, события, то теоретически вот та ситуация, которая была когда-то, и, может быть, вы не сумели договориться, вы не сумели услышать друг друга, то теперь вы можете прийти к выводу, что это все были пустые разговоры. Или я могу также допустить, что вы можете, как знаете, свои какие-то ошибки, стороны, недочеты увидеть. Но я также и допускаю, смотрите, у вас еще выпадает одно значение. Цыганка, да, цыганский пасьянс. Но вообще это
в пасьянсе называется лицо. Это имеется в виду какой-то человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. И может быть вот с каким-то новым человеком тоже какие-то контакты у кого-то, может быть и новое знакомство. Думали вы одно, а оказалось что-то пустое. И вы можете где-то прийти к выводу, ну, что надо мне тут работу над ошибками произвести, правда? Или, может быть, какая-то новость, информация придет в вашу жизнь, и вы измените мнение о конкретном человеке. Но это тогда будут те люди, которых как будто мы, ну, недостаточно хорошо знали. Но так или иначе, видимо, работа над ошибками вам приносит очень хороший эквивалент. Посмотрите, мои дорогие близнецы. Вообще можно дальше ничего не смотреть. Колчан со стрелами – это полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, будем реалистами, дай бог, конечно. Но это когда правда, значит, вам даже какой-то анализ прошедших событий или того, что происходит в июне месяце, вам правильные ориентиры дает к исполнению желания. И у вас еще совпадает, смотрите, дом, семейный очаг, у кого-то дела дома. Для людей семейных это ваша семья, ну и буквально стены. Может быть, дом будете делать более комфортным. Возможно, куда-то как закрытый путь. Может быть, это и ваш, куда-то вы не поедете, не отправитесь. Но я могу предположить, возможно, и вы кого-то ждете, но не будет возможности. Или что-то вы будете тут менять. А еще у вас выпадает, смотрите, кольцо. Прочный союз. И кольцо, и лебедь, верность, и искренность. Что-то очень доброе пытается войти в вашу жизнь. И вы знаете, вот, кстати, вот это значение, то, что выпало. Пустые разговоры, нож. И если мы говорим лицо, недостаточно хорошо для нас известное. Или тот человек, который, ну, может быть, и раскроется с некоторыми такими фактами, которые для вас будут нелицеприятны. И вполне вероятно, что вы от какого-то флирта или продолжения отношений можете отказаться. Вот по части таких персонажей. Потому что именно вот флирт – это код. Вообще хорошее настроение, это в целом нам говорят. И правда, добрая энергия июня, я об этом сказала. Тут надо проявить милосердие к самому себе. И если действительно вас что-то раздражает, вот тут еще до карт сказала, или вам что-то не нравится, не гоните от себя эти мысли. Если это касается вопросов, допустим, работы или каких-то очень важных ключевых партнеров, тогда тут не нужно додумывать. Лучше вынести на поверхность и, глядя друг другу в глаза, где-то лебедь тоже об этом, и искренне, честно об этом поговорить. Потому что додуматься мы можем, ой, очень многое надумать можем, а в реальности этого нет. Поэтому это будет важно. Но и с другой стороны, если вы видите, что не идет какой-то вопрос, или вы теряете к чему-то интерес, это тоже надо учитывать. Не гоните от себя какие-то мысли, потому что действительно кто-то из вас пересмотреть может самого разного рода взаимоотношения. Может быть, и был какой-то флирт, если мы даже возьмем личную жизнь. И было вам приятно, вот какое-то общение. Но период закончился, и все остальное тоже закончилось. И так у нас в нашей жизни бывает. Поэтому вот интересно, в конечном итоге-то все равно ведь полное исполнение желаний. Интересное время, мои дорогие близнецы. Я буду благодарна вашим комментариям. Понятно, это чуточку позже, потому что сейчас вряд ли вы видите, хотя кто знает, может быть, это и произошло. Иногда мне пишут, а вы знаете, у меня это уже все случилось. И пока я с вами разговариваю, я смотрю, что у вас еще совпало. Мы можем соединить карты по горизонтали и вертикали, крайние ряды. И у вас выпадает сердце. С одной стороны, это кто-то может добиваться вашего сердца, но с учетом ножа. Иногда, вот когда мы соединяем эти два значения, есть прописано к этому пасьянсу и разбитое сердце. Может быть, вы какую-то перерокировку во взаимоотношениях с людьми будете делать. И тут могут быть такие метаморфозы, когда вы, к примеру, о каком-то человеке думали не очень хорошо, а он откроется перед вами с совершенно иной стороны. И вы придете к выводу: «Я недостаточно хорошо знала
этого человека. Ну или как-то наоборот, когда вы были в ком-то, в чем-то уверены, а потом какая-то реальность, она занимает свое место, и вы как прозреваете, вот этого я тоже не могу исключить. Давайте пойдем дальше, что нам подскажут Таро. На пасьянсе я не вижу еще совпадений, поэтому мы идем с вами дальше. Так что же прояснится наш расклад? Что прояснится? Что вы узнаете? Может быть, и сами какой-то вопрос проясните, мои дорогие близнецы. И первая карта, что прояснится. Неожиданности. Вторая карта. Добрые события, мои дорогие, или что вас приятно удивит, что вас будет радовать. Достанем следующую карту и к чему это все идет, какое продолжение. Посмотрим, как вот это все можно увязать в согласии вот с тем периодом, когда развиваются эти события, то, что будет касаться дела, работа, бизнес, деньги, документы. Нет, это деньги у нас будет следующая, извините, карта. Документы, учеба. Ну, хотя откуда к нам приходят деньги, это тоже имеет смысл. Но все-таки на финансы мы с вами... Ох, я сразу открыла эту карту. Автоматически у меня так получилось. Финансы отдельно. Сейчас все разберем. И личная жизнь. Ладно, давайте будем смотреть. Так что же прояснится? Перезагрузка. Тройка пентаклей. Вообще любая тройка – это всегда будущее. Поэтому это уже переходный какой-то период. Вы можете даже ощущать между прошлым и будущим. Или у вас что прояснится? Зачем все это было нужно? Зачем вы столкнулись с конкретным человеком? Зачем вы познакомились или словно вас свела судьба? Или зачем вы решали какие-то вопросы? Тут действительно будущее на пороге, но это не просто какая-то абстракция, а вы понимаете, что вы хотите продолжать и что точно. В эту сторону глаза не глядят и ноги не идут, и вот этим я больше не хочу заниматься. Ясность у вас, мои дорогие, наступает именно потому, что четкое есть понимание, что должно быть продолжено. Это своего рода сдача экзамена. У кого-то из вас, мои дорогие, напрямую, если вы обучались, или пусть это получение сертификата, или, может быть, это было сопряжено и с дипломом, да, здесь может быть экзамен банально. Кто-то сдает экзамены, но это еще и жизненный экзамен. Когда все то, что я говорила по раскладу, раньше было что-то одно, вот теперь мы делаем выводы для того, чтобы идти дальше. Мы как сдаем этот жизненный экзамен или какой-то зачет по той или иной ситуации. Иными словами, мы определяемся. Работа над ошибками, я тоже уже об этом сказала, подразумевается, кстати, под экзаменом тоже. Потому что так ведь оно и бывает. Иногда мы жалуемся, что в нашей жизни идет или какой-то застой, или как дежавю, да, нам все время возвращают в том или ином номинале какую-то прежнюю историю. А это значит, мы какой-то экзамен не сдали. И, ну, наверное, так работает пространство или энергия Вселенной. Нам обязательно судьба предоставит еще раз нас проэкзаменовать, или с какой-то подобной ситуацией мы можем столкнуться. И если мы как будто отказываемся или словно думаем, оно потом само разберется, но тогда приготовься, что вот этот урок тебе придется проходить дважды. Будьте внимательны к этому периоду. Здесь вы можете какие-то гештальты закрыть, потому что будущее буквально на пороге. Неожиданности. Ну, вот какой-то флирт. Вот я уже об этом говорила. Паш чаш, вы знаете, это хорошее настроение. На чем я хочу заострить ваше внимание. Ну, по пажу мы учимся, опять же, вот только я об этом сказала. И, конечно, тут добрые эмоции, вдохновение, как я сказала, хорошее настроение. У кого-то напрямую знакомство с человеком, недавнее знакомство. Опять же, те люди, которых мы не очень хорошо знаем, но нам нравится об этом думать. Или нам было какой-то период хорошо в этих отношениях. Такое я могу предположить. Может быть, и совсем короткий период, почему нет? И молодой человек, вот он мечтает. И вроде тут сердечко, да, может быть, даже был период, когда строились какие-то грандиозные более планы. Но вот ведь не задача. Он-то себе представляет, а художник нам прорисовал, что
ноги как будто, да, мы куда-то шли. Но вот мы приходим, и нам чаша. Чаша, мы думали, она полная, а она оказалась пустая. И в самом углу поросенок с крыльями. Мы знаем, свиньи не летают. Есть какая-то реальность. И я уже не повторяюсь, это как в неожиданностях. Это ваши собственные выводы. Что же доброго? Добрые события, что вас приятно удивит. Карта заслуженного успеха. Вы, правда, уже берете какие-то правильные ориентиры. И самая главная задача – отплыть от какой-то безжизненной пустыни или то, что нет смысла продолжать. Быть реалистом, по сути дела. Искусство первого шага. Нам ведь нужно на что-то решиться. Вот и у вас время, не просто будущее на пороге, а вы уже в этом будущем, мои дорогие. Но есть и те вопросы, дела, которые словно мы подытоживаем, и от этого прежнего берега отплываем. Почему? А уже ничто не радует. Или, может быть, это даже у кого-то будет касаться работы. Но нет продолжения. Или вы не можете раскрыть свои таланты. Или в конкретной местности иногда ведь это перемещение, путешествия, контакты на расстоянии. Все это тоже где-то проходит по этой карте. Так вот, вы понимаете, для кого-то, пусть не все, но мы все разные, поэтому я разные варианты перечисляю, что именно находясь в данной местности, где вот сейчас вы находитесь, я не могу по полной раскрыть как раз все то, что мне бы хотелось осуществить. Очень часто эта карта говорит о том, что мы учимся. Мы и адаптируемся тоже. Карта мужества. И мы победим, или вот этот успех придет, когда у нас будет достаточно мужества идти вперед. Может быть, идти вперед искусством мелких шагов. Куда-то не лететь, с места в карьер не торопиться, потому что есть все же один путь, который вы должны пройти лично сами. Но ведь это добрая энергия. И стало быть, есть смысл что-то продолжать. Вы тут можете за июнь месяц, причем в добрых энергиях для себя, что-то основополагающее для своего благополучия, счастья, нового качества жизни решить. И вполне вероятно, куда-то вы засобираетесь. Либо очень далеко, либо и поближе, тут мы все разные. Ну, а кто-то начнет изучать языки, может, и язык программирования. Вот эта карта, она, кстати, особенно для вас. Вам вообще хорошо изучать новые технологии, цифровые технологии, все то, что касается или нейросети, искусственный интеллект. Ну, может быть, и программирование само по себе, да, языки мы говорим. Тут самые разные направления, или работа в интернет, удаленная работа, работа из любой точки мира, особенно для вас. И первый пробный такой шар, заход, Уран, планета, которая сейчас еще в Тельце, в июле месяце будет ваш знак зодиака. Вот прочитайте мои статьи, я оставлю ссылку, чтобы не останавливаться долго в видео. На самом деле здесь какая-то для вас может быть волшебная перезагрузка. Да, самим придется ведь идти вперед, правда? Поэтому и мужество нужно. Но как будто дополнительные источники заработка, или, по крайней мере, если вам что-то интересно, не скажите себе «нет». Или этим долго заниматься. Да, предусматривает карта, что этот успех, вот он не завтра, а от наших приложенных действий. Но есть смысл что-то продолжать. Это как счастливое будущее. Или это как счастливый билет. Вот будьте внимательны. Так что же будет продолжаться? Ну, явно какая-то история любви будет продолжаться. И, конечно, для тех, кто в паре, кто человек семейный, есть уже вот, да, у вас тот человек, который вам близок душой. Вот здесь какое-то прояснение, может быть, некоторых вопросов ваших именно общих, вашей пары, семьи, может быть, и по родственникам что-то. Или пусть какая-то еще история любви. Но ведь и правда, ведь это карта радости, счастья, наполненности, эмоций и оптимизма в то же время. Нет ничего невозможного. Вот есть что-то, как в добром продолжении. Все то, что я где-то сейчас говорила. Но вот это чувство гармонии внутри, оно дает вам еще подсказку, что есть смысл продолжать, а на что можно махнуть рукой. Дела, работа, бизнес. Семерка жезлов. Тут какая-то многозадачность. Вот обратите внимание, девушка, она как медитирует, свой дзен сохраняет, а 7 жезлов пытаются буквально достать. И вот часто по этой карте идет, когда мы кому-то нужны.
Кто-то в нас заинтересован. И здесь не идет речь об искренности. И тут будет самое главное вот этот дзен сохранять. Почему? Подумать, что сейчас наиболее важно для вас. Не включиться вот в какой-то хаос жизненный или куда вас пытаются так затянуть. Потому что, ну, как, знаете, много информации может быть. Или много каких-то назойливых людей. Или те, которые вот вам все время что-то говорят, предлагают, и вы сами где-то можете, вас даже что-то может заинтересовать, но карта дает совет: отступи полшага назад и четко определи для себя, чем будешь заниматься ты. Где-то на волне эмоций рядом туз кубков. Мы тоже на таком воодушевлении, вдохновении. И, кстати, вы будете чувствовать приток жизненных сил. И вот, по сути, мы себя чувствуем сильными, ресурсными, и нам кажется, море по колено. Да, я сейчас тут за 5 минут все вопросы решу. Вот так нас и втягивают в какую-то многозадачность, а нам туда не надо. Поэтому имейте для себя пространство запасного аэродрома, отступить полшага назад, определить, что в данный момент, период времени важно для вас. И именно этими вопросами. И будь то это учеба, у кого-то это документы, у кого-то вопросы, связанные с жильем. Понимаете, фильтровать информацию вам саму по себе придется, но, видимо, это сделать необходимо. И если вот эта карта, это на деньги вам выпадает, здесь, правда, могут быть альтернативные варианты заработка. К примеру, да, мы с вами говорили по шестерке мечей. Или какие-то возможности по части переезда. Но вот смотрите, вы, видимо, в июне только с чем-то определяетесь. Явно не с места в карьер. Ваша задача по части денег увидеть для себя новые возможности. И вот как эти возможности, они словно в тени. Они как за кулисами. Вот эта девушка, она даже не смотрит в ту сторону, откуда ей подают полную чашу. Она да и на пустые-то тоже не смотрит, но она куда-то так пространно вдаль. Будьте внимательны, потому что тут вы можете себе поставить какие-то планы, к примеру, да, или по части заработков денег, видеть одни перспективы. А вам придется, правда, тут какую-то перерокировку или словно пересчитать что-то. И, или план какой-то минимум, максимум новый создать, потому что, ну, перезагрузка по финансам явно присутствует. Ведь всегда, когда четверка, мне очень нравится выражение, пусть не в этой колоде, бесконечный дождь. Вот это в колоде колесо года. Вот мы словно чувствуем какой-то бесконечный дождь, уныние, ну, какое-то такое, знаете, рутину. А из-за этой рутины мы не можем не видеть, что мы-то сами наиболее ресурсны. Но это выпадает на деньги, деньги – это конкретика, поэтому пересчитайте буквально. Что-то вам тут нужно увидеть и изменить, это точно. Иначе этот бесконечный дождь никогда не закончится. Вот с финансами вам тут нужно что-то продумать, и с чем-то вы должны разобраться. Личная жизнь. Но тут у каждого по-своему, наверное, будет аркан повешенный. С одной стороны, ведь в колодах Таро откуда этот аркан? Это сами себя мы переворачиваем или поставили какие-то взаимоотношения, может быть, на паузу, или человек поставил взаимоотношения на паузу, да? Но нам дается это время для того, чтобы мы увидели с другого ракурса, опять же, определились. И это старший аркан. С одной стороны, что-то быстро вы вряд ли можете осуществить. Спокойное течение жизни в июне, но время на подумать – это шикарное время. Может быть, кто-то будет выходить из зависимых отношений, а кто-то наоборот. Вот я говорила по аркану пасьянса, меняет свое мнение о человеке. И что-то вы можете как сводить к нулю, да, постепенно. А что-то вы тут передумаете и наоборот – будете решать какой-то вопрос по части личной жизни, потому что еще ведь есть такое значение, как жертвенность. Вот нам не хочется быть ни жертвой обстоятельств, ни заложником каких-то отношений, может быть, тех отношений, которые как качели, да, сегодня да, завтра нет, или как-то, ну вот непонятно. Вообще у вас путь к стабильности, мои дорогие. И любой сферы, какой бы ни касалось, проясняйте вот этот месяц, июнь и доброй энергии.
На самом деле какие-то важные выводы вы должны сделать. И уже где-то, может быть, и первые шаги либо к чему-то, как изучать что-то, да, или узнавать, искать информацию, как я свое намерение, желание могу осуществить. И это тоже действие. Пусть это первые действия, это не когда мы там ломаем все, что-то крушим. Нет, но мы уже поняли, что есть то, чего я не хочу. И четко знаю, что я буду продолжать. Но вот какая-то подобная ситуация у вас будет или может быть по личной жизни. Ну а для тех, кто в паре, тут наоборот. Все вот эти тупики, я вижу, могут завершиться, особенно если к этому есть желание, понятно, у двух сторон. Потому что если только у одной стороны, ну мы все взрослые люди, мы понимаем, что игра в одни ворота длится недолго. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.